друзья! Сегодня готовим кое-что очень простое, без заморочек и с ярким мексиканским настроением. Это не quesadilla, но на нее что-то похоже. Обещаю, будет очень вкусно. Если вам понравится данный рецепт, обязательно ставьте лайки. А мы поехали! Этот рецепт увидел в Инстаграме и в ТикТоке. Сейчас оно очень популярно и набирает обороты. Поэтому я решила тоже попробовать приготовить его. Оно отлично подходит для субботнего ужина перед телевизором или как отдельный перекус. И честно, я не знаю его название, поэтому давайте просто готовить, а название уже придумаем в комментариях. А теперь начинаем с репчатого лука. Нам важно нарезать его очень мелко, буквально на крошечные кубики. Ни в каком случае не натираем лук на терке, так как он даст горечь и лишний сок, а нам нужен чистый мягкий вкус. Так что здесь работаем только и единственно с помощью ножом. Точно так же мелко нарезаем красный болгарский перец. Он добавит в блюдо приятную сладость и яркий цвет. Я взяла сорта капия. Дальше морковь. Ее тоже нарезаем максимально мелкими кубиками, чтобы она равномерно приготовилась и хорошо соединилась с начинкой. И единственный ингредиент, не совсем по мексиканскому канону, это сельдерей. Я добавляю его, потому что он у меня просто был, но на самом деле он здесь отлично работает и добавляет свежую нотку наших овощей. Наши овощи уже подготовлены, поэтому теперь нам нужно в сковороде отправить обычное растительное масло, хорошо нагреть и отправить наши овощи на обжарку. Обжариваем их, пока они не станут мягкие и с легкой такая золотистая корочка. Как только овощи стали мягкими и ароматными, добавляем фарш. И здесь очень важный момент. Фарш нужно постоянно разбивать лопаткой и не давая ему собраться в один большой и огромный комок. Нам нужна рассыпчатая и равномерная текстура, чтобы начинка получилась максимально нежной. Если фарш дает очень много сока, увеличиваем огонь на максимум и обязательно хорошо его выпарываем. Нам нужно, чтобы фарш именно жарился, а не просто варился в собственном соку. Когда фарш обжарится до румяности, мы добавляем немного молока. Это простой, но очень рабочий прием. Молоко делает фарш более сочным и более мягким. Ждем, пока молоко полностью не выпарится. Когда наш фарш уже поджаренный, мы делаем следующее. Нам нужно его сдвинуть с одной стороны и добавляем томатную пасту. Добавляем зубчик чеснока, потому что куда же без мексиканской кухни и чеснок. И нам нужно этого все обжарить до тех пор, пока где-то 2-3 минуты, чтобы, знаете, у томатной пасты есть такой привкус сыроватости или даже такой металлический привкус, поэтому нам нужно ее обжарить буквально 1-2 минуты, чтобы этот привкус ушел и остался именно концентрат томатов. Когда мы обжарим, добавляем томатный соус. К нашему мясному рагу мы добавляем копченая сладкая паприка, чуть-чуть зиру, у меня она молотая, чуть-чуть кардамона и острую приправу. У меня острый каенский перец. Соль добавляем, конечно же, по вкусу и черный молотый перец. И этого все тушим на слабом огне где-то 15-20 минут. Наша начинка уже готова, она получилась очень ароматной, и я ее тушила где-то 15-20 минут. Поэтому мы переходим к нашей лепешке. Это тортилья, это пшеничная мексиканская лепешка. Она значительно толще, чем нашего лаваша, поэтому с ней очень легко и удобно работать. Но если у вас нету тортильи, можете, конечно, заменить лавашом. И теперь начинаем собирать, собственно, наше блюдо. Нам нужно разрезать тортилью примерно на 2 ровные части с помощью ножа. После этого отправляем тортилью в воду и смачиваем ее буквально на пару секунд. На подготовленную тортилью в середину выкладываем нашу начинку. Добавляем сыр, но куда же без них.
с ним всегда вкуснее. Далее тортилью нужно свернуть во форме треугольника. Для этого сначала заворачиваем правый край к центру, затем сверху внахлёст левый край. В результате у нас получаются аккуратные и симпатичные треугольники. После этого отправляем треугольники во форму. Предварительную форму нужно смазать маслом. Выкладываем треугольники рядом друг с другом и сверху дополнительно посыпаем сыром. У нас уже все готово, теперь нам осталось отправить наше блюдо в предварительно нагретую духовку до 180 градусов буквально на 10-15 минут. Нам нужно, чтобы наш сыр просто получил такая золотистая корочка, а после этого я вам покажу поближе, что у меня получилось. Ребята, наше блюдо готово, и честно, оно получилось очень-очень вкусно. Оно очень ароматное, нежное, просто великолепно. Но в рецепте, который я видела, там было показано то, что типа тортилья обмакали в воду, а потом уже начинку. Честно, я бы так не советовала делать. Почему? Тортилья достаточно мягкая, из-за воды она дополнительно размокает, а там как бы есть фарш, который тоже дает дополнительную влагу. Поэтому, честно, я бы этот момент, этот этап пропустила. И я уверена, что вы получите очень вкусное блюдо. Если вам понравился сегодняшний рецепт, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, а мы увидимся в следующее новое вкусное видео. Пока!